И снова здравствуйте. Сегодня мы продолжаем новый цикл всемирных прогнозов. На очереди три страны: Иран, Афганистан и Великобритания. Дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки. Итак, Иран. Напомню, первый выпуск всемирного среза смотрите по ссылке под видео. Там был прогноз по Фиджи о зарождении нового всемирного матриархата и о тайнах и загадках Австралии и Антарктиды. В ближайшее время Иран станет одним из уважаемых и почитаемых государств. По окончании войны Иран очень быстро сможет восстановить свою экономику. Причем он превзойдет свою довоенную планку, и его влияние в мире усилится. Благосостояние людей вырастет? Оно стабилизируется. Люди будут жить не бедно, но очень, скажем так, умеренно. В ваннах с шампанским они точно купаться не будут. Может, это все будет сдерживать учение Корана, поскольку влияние религии так и останется очень сильным. То есть будет срабатывать внутреннее самоограничение. Что карты рекомендуют Ирану? Переосмыслить положение женщин в стране. Если отношение к женщинам не изменится в лучшую сторону, то все вышесказанное не будет реализовано, и Иран ожидает бедность. Окончательно судьба страны пока еще не решена. Идет некая игра в пинг-понг. Любой неверный шаг может привести к катастрофе. И когда же можно будет увидеть более точный прогноз? Сложный вопрос. Судьба Ирана напрямую зависит от судьбы Израиля. А там, как мы смотрели, сроки октябрь 2026 года. Кстати, в описании под видео есть ссылка на наш прогноз по Израилю и по судьбе Ормузского пролива. По Ирану же определенность проявится не ранее февраля 2027 года. Хорошо, у меня вопрос. Нынешние подписанные договоренности с Америкой будут соблюдаться и выполняться? Или это все пустые слова и оттягивание времени? Но Иран, по сути, уже выиграл в нынешнем конфликте, а Трампу придется платить по счетам. Но ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов Израиль. До февраля следующего года будет еще не одна атака и не одна провокация с его стороны, как в отношении Ирана, так и близлежащих арабских стран. Кстати, с населением Ирана произойдет некая рокировка. В него вернутся уехавшие и бежавшие ранее. А вот несогласные с новым положением дел покинут страну. Но опять-таки ненадолго, поскольку общее положение дел в стране стабилизируется, а национальная гордость, назовем ее так, возьмет свое. Спасибо. Смотрим Афганистан? Да. Боже, какие карты! Афганистану можно только позавидовать. В ближайшее время туда хлынут огромные инвестиции со всего мира. В добывающую отрасль? Да, поскольку это кладезь с огромной минерально-сырьевой базой. Ранее эти данные были засекречены, но советские и американские данные свидетельствуют об огромных ресурсах. И полезные ископаемые, и редкоземельные металлы, и драгоценные камни. Очень много всего. А кроме того, пойдут инвестиции в науку. И в Афганистане будет сделано открытие, либо это будет какое-то изобретение, позволяющее лечить определенные женские болезни. В последующем Афганистан сумеет войти в мировую элиту. Никто еще не понимает, с какой стороны эта страна себя покажет. И мы увидим, что к женщинам на самом деле там будут относиться совсем не так, как нам привыкли показывать. В будущем женщины не будут, конечно, управлять Афганистаном, но отношение к женщинам изменится кардинально. Будет ли Афганистан втянут в какие-то вооруженные конфликты? Непосредственно нет, но он будет помогать своим союзникам. И скажем так, если дружить с Афганистаном, то это очень надежный партнер. Главное, не лезть туда со своим уставом, а строить честные партнерские отношения. И тогда всем будет только польза. Спасибо. Что у нас дальше на очереди? Великобритания. Да, хуже не бывает. Великобритания на протяжении многих веков была владычицей мира. Теперь это все рушится решительно и бесповоротно. Что ждет Англию в ближайшее время? Ничего хорошего. Крах системы, потеря союзников, бунты внутри страны, обнищание населения, предательство со стороны союзников и внутри страны, утеря лидирующей позиции на мировой арене. Вот примерная перспектива на ближайшее время. Звезда Великобритании угасает, и это уже навсегда. Есть какой-то выход из этой ситуации? Высшие силы могут дать какой-то совет?
Нужно делать хоть что-то во благо своего населения. Народ должен жить пусть и не в роскоши, но в благополучии, с миром и с собой. Понятно, что всех сделать счастливыми нереально, но Великобритания должна хотя бы попытаться проводить политику, направленную на улучшение благосостояния собственного народа. И падение страны будет смягчено, если к власти следующей придет женщина-королева. А если власти будут вмешиваться в чужие конфликты вместо решения внутренних, то боевые действия очень скоро могут развернуться на берегах самого Туманного Альбиона. Правда, есть и хорошая новость. Атомная бомба в любом случае не упадет на эту страну. Что будет с королевской семьей? Король Чарльз будет платить по счетам. Идут какие-то финансовые махинации. Сейчас он куда-то усиленно вкладывает много денег. Очень неудачно. От его имени будут заключаться какие-то военные союзы, которые заведут окончательно страну в тупик. Пока что амбиции правительства Великобритании затмевают разум. И это правительство еще не осознает, что уже потеряло всех союзников. Англия давно растеряла свое влияние в мире и лишилась уважения к себе. На сегодняшний день в Великобритании хорошо работает только разведка. Туманный Альбион – тот еще провокатор и подстрекатель. Жаль, что деньги не вкладываются в мирные проекты. Это могло бы как-то смягчить падение. Великобритания разрушается изнутри. Она, можно сказать, отравится собственной желчью. По Туманному Альбиону все? Что могу сказать? Стране нужна королева. Или хотя бы премьер-министр – женщина. Это хоть как-то сможет смягчить падение державы. И вот что еще. Февраль для Великобритании тоже станет критической точкой. Если она сможет примириться с решением мирового сообщества, то для нее еще не все потеряно. Большое спасибо. Интересная информация. Не забывайте ставить лайки и писать свое мнение в комментариях об услышанном. А мы на этом снова не прощаемся. О чем мы поговорим в следующем выпуске Всемирного среза, пусть останется небольшой тайной. Должна же быть хоть какая-то интрига. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не потеряться в море информации и не пропустить новые выпуски. Продолжение следует.